Генри Хилл? Да. Привет. Да, кстати, ты арестован. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Молодые стрелки» 1988 года, Young Guns, вестерн режиссера Кристофера Кейна, основанный на реальном историческом событии, известном как Линкольнская фермерская война 1877-1879 годов, начавшаяся из-за разногласий между выходцами из Англии и Ирландии. Вестерн «Молодые стрелки» 1988 года является молодежным вариантом фильма «Дикая банда» 1970 года режиссера Сэма Пекинпы. Фильм рассказывает свою версию появления банды Билли Кида, взявшегося за оружие из-за происков коварного землевладельца. После кассового успеха фильма было снято продолжение «Молодые стрелки 2» 1990 года. Снятые в те годы, когда популярность вестернов фактически закатилась, «Молодые стрелки» 1988 года приятно удивляют оригинальной сценарной идеей, яркостью экранных образов и целой толпой восходящих на тот момент и маститых кинозвезд Эмилио Эстевес, Кифер Сазерленд, Чарли Шин, Дермот Малруни и другие. Но главное, «Молодые стрелки» радуют нас чертовски крепким драйвом, с чем у вестернов в той поры всегда возникали проблемы. Вестерн «Молодые стрелки» 1988 года получил смешанные отзывы в прессе, но стал хитом проката, заработав почти $46 миллионов при 13-миллионном бюджете. Короче говоря, сэр, я сдаюсь. Ваш покорный слуга Уильям Бонни. Постскриптум. Я передумал. Поцелуй меня в задницу. Фильм «Молодые стрелки», актеры и роли. Эмилио Эстевес, Билли Кид, главарь банды. Кифер Сазерленд, Док Скарлок, член банды. Лу Даймонд Филлипс, Хосе Чавес и Чавес, индеец из племени Навахо, член банды. Чарли Шин, Ричард Дик Брюэ, член банды. Дермот Малруни, грязный Стив Стефенс, член банды. Кейси Симашко, Чарли Боудри, член банды. Терренс Стэмп, Джон Танстел, англичанин, владелец ранчо, наниматель ковбоев. Джек Пэланс, Лоуренс Г. Мерфи, ирландец, крупный землевладелец, враг Танстела. Терри Окуин, Александр Максвин, адвокат, друг Джона Танстела. Шарон Томас, Сьюзан Максвин, жена адвоката. Патрик Уэйн, Пэт Гарретт, следопыт, предатель. Элис Картер, Йен Сун, китаянка, симпатизирующая Доку Скарлоку. Слушай, а ты знаешь, что свиньи такие же умные, как собаки? Точно тебе говорю. Я знавал одного парня в Эль-Капитано. Так он научил свою свинью лаять на чужих. Перестрелки в вестерне «Молодые стрелки» не были постановочными. Актерам дали карт-бланш на импровизации. Кифер Сазерленд был самым молодым из главных актеров, и на момент съемок ему исполнился 21 год. Чарли Шин совершенно не умел ездить верхом, а во время съемок «Молодых стрелков» несколько раз упал с лошади. В перестрелке с Генри Хиллом лошадь Чарли Шина понесла, а он понятия не имел, как ее остановить. Поклонники вестерна «Молодые стрелки» неоднократно интересовались у актеров, действительно ли те поднимали мескалин. В действительности за мескалин выдали грибной суп. В сцене, где Док по просьбе Билли пишет письмо губернатору, Эмилио Эстевесу хотелось, чтобы выглядело это так, будто он придумывает речь на ходу. Однако заметно, как он периодически посматривает в ту сторону, где участник съемочной группы держал карточки со словами. Черт. Мне очень жаль, Макласки. Ничего страшного. Смерть Джона на всех нас так подействовала. Жаль, что я раньше тебя не расколол, предатель. Билли! Черт! Билли! Билли, какого черта? Господи Иисусе! Роль, которая отошла Чарли Шину в «Молодых стрелках», предлагали Патрику Суэйзи, который сразу же отказался, ибо не хотел сниматься в групповом фильме. Многие верят, что настоящее имя Билли – Вильям Бонни, однако это один из многих псевдонимов, используемых Билли Кидом. «Молодые стрелки» – первый фильм, в котором братья Чарли Шин и Эмилио Эстевес получили абсолютно равные права и роли, что повторилось в комедии «Мужчина за работой» 1990 года. Лу Даймонд Филлипс боится высоты, и именно поэтому при съемке на 10-метровой скале актер двигался так медленно и осторожно. Извини, Уильям, просто хотели над тобой подшутить, вот и все. Да, хотели подшутить. Говорят, ты человека убил, Билли. Ты совсем не похож на убийцу. Да, Билли, за что ты его? Он хотел надо мной подшутить. В фильме «Молодые стрелки» с трудом, но можно заметить Тома Круза, персонажа которого убивают в одной из перестрелок.
Том Круз случайно оказался на съемочной площадке, будучи другом Эмилио Эстевеса, и попросился в кадр, потому что никогда раньше не играл в вестернах, и ему было очень интересно. В одном из эпизодов «Молодых стрелков» 1988 года Билли Кид читает о себе, что он левша, и тут же заявляет: «Никакой я не левша». Во множестве фильмов, книг и статей в газетах Билли Кида ошибочно называют левшой из-за сохранившегося перевернутого, вследствие особенностей фотопроцесса, изображения. Песня «The Irish Ace is Smelling» поется постояльцами бара, несмотря на то, что она написана через 34 года после событий 1878 года, показанных в фильме «Молодые стрелки» 1988 года. Эй, Пеппин, я тебя слышу, Бонни. Я смотрю, там с тобой Чарли Кроуфорд. Да, нас тут много. Боже мой. Пеппин, теперь с тобой нет Чарли Кроуфорда. Мерзавец. Огонь! Фильм «Молодые стрелки». Сюжет. Джон Танстелл, Терренс Стэмп, образованный британец и владелец ранчо в Нью-Мексико, нанимает в качестве ковбоев, имеющих проблемы с законом, молодых бродяг: Дока Скарлока, Кифер Сазерленд, Дика, Чарли Шин, Грязного Стива, Дермот Малруни, Чарли Боудри, Кейси Симашко и Чавеса, Лу Даймонд Филлипс, индейца из племени Наваха и скрывающегося от властей задиристого стрелка Билли, Эмилио Эстевес, ставших единой семьей. Принципиальному Танстеллу противостоит местный крупный землевладелец, ирландец Лоуренс Мерфи, Джек Пэланс, поддерживаемый коррумпированными властями города. Конфликт заканчивается убийством несговорчивого англичанина. Билли Кид и его товарищи жаждут мести, но для начала просят помощи у друга покойного, адвоката Алекса Максвина, Терри О'Квин, который выписывает ордера на арест головорезов Мерфи. Билли Кид быстро становится предводителем и убивает тех, кто встает на пути его отряда, который под влиянием Мерфи вскоре объявляют вне закона и нарекают бандой. Банда Билли Кида скрывается на границе с Мексикой, пока с помощью предателя Пэта Гаррета не удается заманить их обратно в Линкольн под предлогом защиты семьи Максвина. В неравном бою с людьми Мерфи и военными у осажденных молодых стрелков практически нет шансов. Однако половине из них, в том числе Билли, Чавесу и Доку со своей сбежавшей от врагов невестой, буквально чудом удается не только вырваться из ловушки и уйти от преследователей, но и расправиться с Мерфи. Получай, Мерфи, сукин сын. А вот теперь все. Фильм «Молодые стрелки» 1988 года красиво, живо и с юмором повествует о Билли Киде, популярном герое тех времен, и его банде. Таким и должен быть настоящий вестерн с долей иронии, самокритики и разухабистого веселья. Это было время, когда классические вестерны 60-70-х годов вымерли, и режиссер Кристофер Кейн сделал попытку реанимировать этот жанр с современными веяниями и возможностями 80-х годов. Сцены в «Молодых стрелках» безостановочно меняются, всегда присутствуют погони, лошади скачут, Кольт и Винчестер ведут диалог, засады и разборки сменяют друг друга, трупы падают десятками. И над всем этим дребезжит мерзкий смех эксцентричного мерзавца Билли Кида. Возможно, это была лучшая роль Эмилио Эстевеса за всю его довольно скромную артистическую карьеру. Ах ты маленький поганец. Если вы любите вестерны и еще не видели фильм «Молодые стрелки», либо уже подзабыли, настойчиво рекомендую вам его посмотреть. Это тот редкий случай, когда игровое кино 80-х оказывается неподвластно времени и выглядит вполне современно даже по нынешним жестким экшн-стандартам. «Молодые стрелки» – история об уважении, борьбе, принципах и мести, но в первую очередь о крепкой мужской дружбе. Посмотрите фильм «Young Guns» 1988 года, чтобы понюхать пороху и вольного воздуха ковбойской Америки, где живут и сражаются за свои убеждения молодые стрелки. Какого черта вы все это затеяли? Не знаю. Может, я просто хотел привлечь внимание? Может, мне хотелось, чтобы президент Хейс наконец посмотрел в нашу сторону? Они не замечают, что Мерфи и его банкирам все сходит с рук. Я не могу этого допустить. Чем больше трупов, тем больше о тебе пишут в газетах. Чем больше солдат они на нас натравят, тем больше удивится президент Хейс. И, может быть, сам приедет посмотреть, что здесь творится. И тогда они узнают, кто здесь настоящий убийца.